Богдан когда-то работал лесником, поэтому дом себе взял практически у самого леса и обитал в нем вместе с супругой Мариной уже много лет. Настала пора, он ушел на пенсию, оставил службу, которой посвятил много лет, но так и остался жить в этом домике. Зимой в деревне развлечений немного, одно из них телевизор. Вот и в этот день бывший лесник вместе с супругой по обыкновению смотрели сериал, который закончился около полуночи. Дом был теплый, в нем было 2 печи, замерзнуть не боялись. Супруги уже улеглись спать, но живущий на веранде пес Платон не дал заснуть, начал беспокоиться и громко гавкать. Как правило, такое случалось нечасто, даже очень нечасто. В деревнях в зимнюю пору волки забираются на подворья и убивают животных. А так как голодный волк не брезгует ничем, то вполне могут задрать и собаку. Поэтому обычно собак на ночь оставляли или в сарае, или в доме. Несмотря на то, что уже наступил март, погода стояла самая зимняя. Богдан коров, коз и прочую скотину не держал, но птицу разводил. Тем не менее собаку приходилось на ночь прятать, мало ли что, задерут еще. К тому же деревня стояла посреди глухой тайги, здесь иногда по окрестностям прогуливались медведи. «Спи давай», — сказал Богдан супруге. «Схожу и посмотрю, что случилось, пес зря лаять не будет». Надел валенки, набросил тулуп и после короткого раздумья снял со стены ружье. Вышел в сени, кажется, причин для беспокойства нет, во дворе все тихо. Наверное, весна разбудила в собаке инстинкты, и пес теперь бесится. Но Платон обеспокоенно крутился на месте и никак не мог успокоиться. «Что случилось, Платон, чего так разнервничался?» — спросил Богдан взволнованно и открыл дверь на улицу. Платон тут же побежал прямо к сараю, встал возле него, начал повизгивать и махать хвостом. «Что там случилось, дружище? Кто-то решил скоротать ночь в нашем сарае». Лесник не спеша подошел к псу. Мужчина сразу заметил, что дверь чуть-чуть приоткрыта, и удивился, он запирал ее плотно. Наверное, ветром приоткрыло. Богдан дернул дверь на себя и стал осматриваться. Сарай был не освещен, в нем стояла темнота, но когда дверь открылась, свет из дома осветил пол с насыпанным на него сеном. На полу устроилось какое-то большое животное. Лесник непроизвольно поднял ружье и направил на гостя. Старик посмотрел внимательнее и понял, что это волчица. Она лежала на боку, тяжело дышала, впалые бока ходили туда-сюда. Как правило, в эту пору волчицы рожают. Уж Богдан о этом прекрасно знал, все-таки работа была непосредственно связана с лесными зверями, он много чего повидал и узнал. Немножко поразмыслив, он принял решение увести пса домой и закрыть там, иначе будет нервничать и мешать. Волчица же совершенно не беспокоилась и не боялась, не выказывала ни единого признака. Скорее всего, она пришла к человеку, потому что другого выхода не было, решил старик. Стараясь двигаться как можно плавней, он подошел поближе к зверю и заметил на его лапе кровь. Она уже запеклась, видимо, кто-то недавно зверя ранил. Браконьеры становятся все наглее и наглее, мрачно подумал старик. Он помнил, что во время его службы такого они себе позволить не могли, боялись. Наверное, браконьерствуют не местные, пришлые какие-нибудь, этим закон не писан вообще. Богдан опустился на корточки и стал внимательно осматривать рану. По всей вероятности, волчица потеряла осторожность и попала в капкан. Пыталась выбраться, это у нее получилось, но лапу сильно повредила. Рана не очень опасная, но помешает зверю охотиться. Какой охотник из трехлапой волчицы? Вот родит сейчас волчат, а кормить их нечем будет, бедные детки уже изначально обречены. Надо обработать рану, подумал лесник. И вдруг Богдан вспомнил, что однажды уже видел этого зверя. Он это понял, увидев темное приметное пятнышко на спине. Знакомство состоялось года 2 назад, когда волчица была совсем маленьким детенышем. Тогда Богдан проходил по участку и заметил, как пьяные браконьеры травят маленького волчонка. Они веселились, их хохот разносился далеко по лесу. Неизвестно, как им удалось поймать маленького волчонка. Волчата соблюдают осторожность, а мать-волчица надежно их укрывает от посторонних глаз. А если кто на детей нападет, то защищает до последнего. Скорее всего, в малыше взыграло любопытство, и он далеко отошел, а пьяные злодеи поймали его.
У них не было цели убивать зверя, как добычу его не расценивали. Просто хотели позабавиться и весело провести время. Богдан подошел близко к ним и понял, что да, люди приезжие. «Что творите, мужики?» — громко спросил Богдан. Изверги увидели охотника с бородой и расступились. Взору лесника предстал маленький месяца 2, не больше волчонок, окутанный наброшенной на него сеткой. Он визжал и трясся от страха. Богдан от души выматерился и сказал, чтобы все убирались отсюда, пока целы. «Даю вам 2 минуты, и чтобы духу вашего не было. Слово даю, церемониться не стану. Я здесь поставлен охранять лес, поэтому подстрелить вас имею полное право. Никто с меня за это не спросит, это моя работа». Минута уже прошла, началась вторая, и лесник поднял ружье. Оружие у Богдана было хорошее. Браконьеры это заметили и, ругаясь, удалились прочь. Лесник освободил натерпевшегося страху волчонка из сетки, и тот побежал в лес. Да, времени после того случая прошло много. И вот новая встреча, только теперь перед лесником не маленький испуганный волчонок, а красивая взрослая самка. И что она здесь появилась, может означать лишь одно: волчица помнит этого человека и не забыла оказанную помощь. Богдан возвратился в дом и решил, что один здесь ничего сделать не сможет, нужно, чтобы кто-то помог. Помнится, его Марина раньше работала в местном фельдшерском пункте. Чего-то серьезного там, конечно, не делала, но необходимую помощь оказывала всем. Ее бабка была знахаркой, ей были известны многие травы, готовила разные отвары и с их помощью выхаживала больных. Марина и в этом немного понимала толк. Зверей не боялась никаких. Однако когда узнала, что к ним из лесу пришел гость, слегка напугалась. «Богдан, она может ведь напасть, что тогда делать будем?» «Перестань бояться, за свою жизнь я всяких видал. Эта волчица скоро матерью станет и из леса пришла к нам не для того, чтобы напасть, а за помощью. Это же очевидно». Именно так и получилось, волчица стойко и молча терпела производимые женщиной манипуляции. Лапу обмыли, Марина нанесла на рану мазь и плотно замотала бинтами. «Ну все, сделали», — радостно сказала она мужу. «Теперь самое необходимое, что ей нужно, это покой. Так что оставим ее». На следующий день лесная гостья уже чувствовала себя в сарае более уверенно, и ей стало получше. Светлана принесла даже немножко молока и напоила раненую. Супруги решили, что волчица выбрала их дом потому, что он стоял у самого леса и идти было больше некуда. Хотя вполне вероятно, что помнила, кто ее спас 2 года назад. По деревне прошла новость, что чужие браконьеры недавно полностью истребили в лесу стаю волков. И Богдану с Мариной стало ясно, приход волчицы к ним не случайен, она решила спасти от охотников своих еще не родившихся детей. Никто не знал, каким образом будущая мать смогла избежать печальной участи сородичей. А браконьеров, кстати, смогли поймать, они перебрались в соседний лес, но там вроде не успели совершить ничего ужасного. Дня через 3 Богдан зашел в сарай, чтобы дать гостье еды, и обнаружил, что она родила. Рядом с ней возились несколько маленьких комочков, а усталая мамаша лежала на соломе и посматривала на лесника. Богдан осторожно поставил еду и ушел, пусть счастливая мать отдыхает. Дня через 2 он зашел и посчитал, что родились 4 крепких волчонка. Теперь Богдану и Марине нужно было сделать все, чтобы никто из деревенских даже не догадался о живущей в сарае новой постоялице. Ведь могут плохо отнестись, много кто из жителей терпеть не мог волков, а некоторые их боялись. Богдан знал, как устроены волчьи стаи, люди много чему могли поучиться у этих серых санитаров леса. Лесник относился к хищникам с уважением, однако если местные узнают, кого он приютил, то неизвестно, что может случиться. Поэтому держали все в тайне и ухаживали за раненой волчицей. Она потихоньку привыкла к людям, перестала вздрагивать при их появлении и с удовольствием поедала угощения. Шло время, лапа заживала. Однажды Богдан увидел, что лесная гостья наконец-то смогла встать на все лапы. Стояла не очень твердо, однако стояла. Как только лапа окончательно выздоровела, а волчица набралась сил, то стала уходить в лес. Ее отлучки были недолгими, она охотилась, потому что всегда приходила и приносила то задранного глухаря, то зайца, то перепелку. Однажды даже притащила маленького кабана.
Пищи, которую приносила волчица, хватало на всех, и она наедалась, и волчата были сытые. Даже Платон, неохотно смирившийся с присутствием волчицы и ее выводка, иногда съедал кусок. Инстинкты говорили псу, что он все-таки сторож и обязан защищать хозяйское добро, поэтому пес охранял новых жильцов и рычал на каждого, кто оказывался поблизости от двора. Соседи были удивлены, вроде пес всегда отличался спокойствием, а тут так себя ведет, чего это он так? Решили, что пришла весна и в собаке пробудились инстинкты. Богдан же был рад такому поведению своего хвостатого друга. Чем меньше гостей, тем меньше забот и тревог. Волчица и ее детеныши не нервничали, если люди приносили еду и не уходили из сарая, а устраивались поудобнее и смотрели на волчье семейство. Малышей не трогали, боялись потревожить волчицу, но наблюдать за ними было весело и радостно. Как они пытаются под руководством мамы принять неуверенную охотничью стойку, как слабенькие лапы перестают слушаться хозяев и волчонок падает и перекатывается на другой бок, все это было забавно видеть. Наконец снег растаял, пришла настоящая весна, и волчица вместе с детьми ушла в лес. Но и в дальнейшем помнила о своем спасителе. Богдан частенько находил возле ворот то зайца, то птицу, то тушку маленькой косули. Таким образом, серая хищница выражала людям благодарность за то, что спасли ее и в нужный момент и оказали помощь, в которой так она нуждалась. Богдан, находя эти подарки, улыбался в усы и восхищался добротой и благодарностью дикого животного. И полагал, что людям еще есть чему поучиться у этих благородных хищников. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.